Уважаемые русские друзья, кремлевская пропаганда вам рассказывает, что есть и такие страны, которые понимают войну Путина в Украине и поддерживают Россию. Вы знаете что? Таких стран всего 4. Северная Корея, Сирия, Эритрея и Беларусь. Вот список друзей России сегодня. Северная Корея, Сирия, Эритрея, Беларусь. Это не конфликт между Россией и НАТО или между Россией и США. Это война Путина против всего мира. Россия не может победить. Обвалится ваша экономика, обрушится ваш уровень жизни, исчезнут ваши сбережения. Будет уничтожено все, что вы построили и приобрели в течение последних 30 лет после конца коммунизма. Вы потеряете все за честь вашего тирана, президента Путина. Россия уже не может достичь даже военной победы в Украине. Мораль русских солдат низка, что очень понятно. Тысячи уже погибли, потери страшны. Все больше оружия и материала течет из Запада в Украину. Украинцы не сдадутся. Ваш тиран, президент Путин, все это хорошо знает. Но ему никуда отступать. Поскольку у него больше нет реалистических военных или политических целей, он изливает свой гнев бомбардированием украинских городов и уничтожением инфраструктуры и мирных украинских граждан. Это его месть за то, что все потерял. Но вы, обыкновенные русские, будете долго платить за его месть. Когда эта война закончится, Украину снова построят. Мертвых похоронят, следы российской агрессии очистят. Весь мир Украине будет помогать и ее поддерживать. Но Россия будет одна. Без дипломатической силы, без друзей. Без торговли с Западом. В глубокой экономической и политической зависимости от Китая и Индии. Огромная часть российского имущества уже конфискована за границей и никогда не вернется. Уважаемые друзья, чем дольше продолжается этот опустошительный набег вашего тирана в Украине, тем дольше и тем больше будете платить вы и ваши дети. Остановите его. Помните восстание русского народа против тиранов в августе 1991 года. Спасибо.